Привет, друзья! В этом видео я решил покуситься на святое. Конечно же, я имею в виду GTA 4. Пока Rockstar бездействует и не хотят выпускать ремастер GTA 4, хотя, судя по последним ремастерам от Rockstar, лучше им этого вообще не делать, я решил своими ручками попробовать сделать ремастер GTA 4. Это, конечно, громкая заявочка, но если сравнивать ремастеры от Rockstar и то, что я планирую сделать в целой серии видео по обновлению GTA 4, я могу замахнуться даже на ремейк. Ладно, не буду тут преувеличивать, пиздеть не моду в GTA 4 устанавливать. В свое время я увлекался апгрейдами оригинальной GTA 4, и сейчас хочу к этому вернуться. Так как сейчас я обладаю уже большей аудиторией, чем когда-либо в принципе, я чувствую большую ответственность в этом деле. Поэтому нужно действовать максимально аккуратно, дабы не перейти ту тонкую грань. Эта тончайшая грань легко может испортить оригинальную атмосферу. Но я всячески постараюсь этого не допустить. Итак, в этом видео я планирую установить определенное количество модификаций, дабы сделать GTA 4 еще прекраснее. И поверьте, по итогу получится действительно хорошее обновление нашей любимой старушки GTA 4. И сразу скажу, что если вам нравится тема видео, оставьте свой фидбэк, чтобы я и дальше продолжил делать подобное. Еще обязательно загляните в описание под видео, там будут все нужные ссылочки на моды, а также на мои соцсети. Все моды из видео тестировались на патче версии 1.0.7.0, поэтому для достижения такого же эффекта, что вы увидите в видео, нужен данный патч. А иначе я хз, как игра себя поведет, возможно некорректная работа и конфликты между модами. Первый мод, который я советую абсолютно всем, поможет быстрее заходить в игру. А когда вы занимаетесь установкой модов, быстрый запуск игры играет большую роль, особенно когда по 10 раз запускаете игру. Данная модификация называется просто No Intro. Из названия, я думаю, становится понятно, что мод убирает вступительное интро со всей ненужной информацией, которая появляется при старте игры. Оно довольно-таки долго, и скипнуть его нельзя. Меня лично оно всегда подбешивало, и я его всегда убирал. А с данным модом загрузка становится намного быстрее. Вот, посмотрите. Прошло совсем немного времени, и вы уже в главном меню. А вот столько времени занимает загрузка до меню без мода. Тут даже говорить нечего, однозначно годный мод. Natural Colors. Данный мод сделает картинку в GTA 4 значительно лучше. Я знаю, как многие пользователи негативно относятся к различным графическим модам, но данная модификация сделает GTA 4 значительно приятнее для глаза. И в будущем, что немаловажно, подчеркнет другие модификации из моего видео. Сегодня, дорогие друзья, я представляю мод, основанный на лучшей графической модификации Ice Enhancer 3. Эта модификация относится к ENB, и среди всех остальных, а их я перепробовал очень много, я считаю этот мод одним из лучших. Он максимально правильно передает цветовую гамму GTA 4, делая ее не сильно яркой, добавляя новые эффекты. Для теней, освещения и в целом вся картинка становится более естественной. Вы только посмотрите, вот так было до, а так стало после. Я считаю, данный мод шикарно вписывается в атмосферу GTA 4, при этом дополняя ее новыми красками и действительно натуральными красивыми цветами. Также в кат-сценах нет никаких проблем с яркостью и избытком света. Определенно рекомендую данный мод тем, кого не устраивает замыленный зеленоватый фильтр оригинальной GTA 4. Realistic Driving and Flying. Теперь, когда у нас отличная картинка, пора заняться другими немаловажными аспектами игры. И сейчас речь пойдет о моде Realistic Driving and Flying, что в переводе реалистичное вождение и полет. И тут, возможно, у вас возникает вопрос, но в GTA 4 и так очень реалистичное вождение и полеты. Но, как говорится, нет предела совершенству, и есть вариант еще лучше. В оригинальной GTA 4 управление довольно-таки валкое, будто машины без амортизаторов. Плюс ускорение и маневренность ощущаются слегка неправдоподобно. А данный мод решает все эти проблемы. Управление становится максимально реалистичным для того или иного вида транспорта. Суперкары теперь быстро разгоняются и хорошо управляются. Маслкары теперь ведут себя как маслкары, как это ни странно, делая бернауты и дрифтуя в поворотах. И все остальные машины стали управляться значительно лучше. Теперь по ощущениям авто стали тяжелее, тормозить теперь нужно заранее, а то можно проскочить свой поворот. От себя могу сказать, покатавшись данным модом, играть стало значительно интереснее. После оригинального управления этот мод как глоток свежего воздуха. В архиве с модом есть куча вариаций с настройками, поэтому вы легко выберете свой вариант. Годный мод, однозначно, ставьте его, как и лайк под видео. First Person Mod.
Теперь, когда у нас есть крутая графика и реалистичное управление транспортом, нужно добавить немного новых возможностей в игру. First Person мод позволит окунуться в атмосферу Liberty City с головой. Данный мод добавляет вид от первого лица. С этим модом игра становится практически как реальная жизнь. Включаешь вид от первого лица и пошел по Хоув-Бич, или же сел в авто и поехал по вечернему Liberty City с видом от первого лица и под крутую музыку с радиостанцией. Определенно очень классный мод, который должен стоять у каждого. И почему разработчики не добавили его по умолчанию? HD Weapons Pack. К виду от первого лица, да и ко всем другим отлично подойдет просто крутейшая модификация. HD Weapon Pack – это пак HD моделей оружия для GTA 4. Это реально самый качественный пак для этой игры, который я встречал. Все оружие переделано и при этом максимально схоже с оригиналом. Вы только посмотрите на качество моделей. GTA 5 позавидует. Также все модели отлично сидят в руках главного героя, но это еще не все. Помимо качественного оружия, этот мод добавляет не менее качественные новые звуки. Теперь оружие звучит намного интересней. Отличный мод, который идеально вписывается в атмосферу GTA 4. Данный мод отлично вписывается в общую атмосферу игры и отлично дополняет предыдущий мод с HD оружием. В этом моде отредактированы оригинальные текстуры крови. В оригинале они в принципе неплохие, автор мода их лишь подправил и сделал лучше. Также добавлены новые текстуры луж крови, и все это получилось вполне годно. Для тех, кто не любит море крови, я думаю, в самый раз. Второй момент в этом моде мне понравился больше всего. Добавлены абсолютно новые текстуры от пуль. Теперь что на стекле, что на металле остаются более реалистичные следы от пуль. И чем крупнее калибр оружия, тем соответственно больше диаметр отверстий. Выглядит все это очень круто, как по мне стало еще реалистичнее с данным модом. Продолжаем делать GTA 4 более красивой, при этом сохраняя ее атмосферу. Ничего лишнего, только подходящие под атмосферу моды. Данная модификация привнесет в игру новую красивую растительность, а также растительность станет куда более разнообразной. В данной модификации новые текстуры кустов и деревьев. Также стволы деревьев выглядят более реалистично. В общем, автор мода заморочился как следует и хорошенько поработал над растительностью. Теперь она выглядит действительно очень хорошо. Вы только полюбуйтесь на эту красоту. И также немного сравнений до-после. Я думаю, тут не стоит ничего объяснять, мод выглядит шикарно и отлично дополняет антураж Liberty City. Теперь, когда у нас такая красота вокруг, просто необходим очень классный мод. Для тех, кто любит иногда остановиться и просто понаблюдать. Мод Free Camera позволяет делать крутые скриншоты, различные пролеты для видео, да и просто можно понаблюдать за живым и прекрасным Liberty City. Особенно сейчас. Только посмотрите на всю эту красоту. Не знаю даже, как бы я справлялся без этого мода, но знаю точно, что я 100% не смог бы без Simple Native Trainer. Это просто незаменимая вещь в GTA, особенно когда вы уже с GTA на «ты». Данный тренер позволяет реализовать любые возможности игры. Он может спавнить предметы, транспорт, менять скины и еще очень и очень много всего. Мод определенно интересный, и если вы хотите делать нечто большее, чем просто обыденно играть в четверку, то этот мод для вас.
Наша GTA 4 уже сильно преобразилась, вокруг все выглядит просто изумительно, но кое-что мне не нравится, хочу исправить кое-какие мелочи, связанные с транспортом. HD License Plate. Это простой, но симпатичный мод. Добавляет в игру красивую HD табличку для номера. Она также хорошо вписывается в игру. Номер теперь выглядит четко и без размытий. То, что нужно для нашей обновленной четверки. Вот как было со старой. И вот как с новой. Определенно разница хорошо бросается в глаза. Данный мод подарит всему транспорту GTA 4 новый эффект грязи. Он более ярко выраженный, также имеются соответствующие уровни загрязнения. Как по мне, выглядит весьма неплохо, по сравнению со стандартным эффектом грязи. Вот для сравнения посмотрите, старая грязь и новая. С новой грязью машины выглядят более загрязненными, при этом это отлично вписывается в осенний мегаполис Liberty City. Плавно подходим к отличному моду, который сделает внешний вид автомобилей GTA 4 еще лучше. Я думаю, все замечали в оригинале GTA 4 эффект зерна на машинах. Мне лично этот эффект никогда не нравился, как по мне он выглядит неестественно. Мод HD Metallic Paint подарит нам нормальный цвет металлик у транспортных средств. Лакокрасочное покрытие будет выглядеть так, как оно и должно выглядеть в реальности. Посмотрите, как красиво теперь выглядят даже стандартные автомобили в GTA 4. И вот небольшое сравнение, как было раньше и как сейчас. Я думаю, разница видна даже невооруженным взглядом. И последний мод на сегодня в этом видео добавит еще больше реализма в и так прекрасную GTA 4. Реализм трафик, Pedestrian. Подарит GTA 4 более реалистичный трафик, а именно он распределит трафик так, как должно быть в реальной жизни. Под утро и ранним утром на улицах почти не будет людей, больше всего автомобилей на улицах будет в полдень, днем и в вечерние часы пик, меньше ранним утром и ночью. Также различаются алгоритмы в будние и выходные игровые дни. Соответственно, в будние дни трафик более насыщенный с утра и до вечера, а в выходные наоборот. Также по ночам можно будет встретить больше припаркованных машин, что добавит реализма. В общем, мод максимально подстроен под реалии большого города. Я поиграл с этим модом и действительно все сделано очень хорошо и реалистично. Однозначно рекомендую данный мод любителям реалистичности. Как вам GTA 4, которая у нас получилась? По мне, это просто произведение искусства. Но на самом деле есть еще мысли, как можно в будущем улучшить и без того чудесную сборку, которая у нас вышла. Поэтому, чтобы я и дальше делал подобные видео по модам GTA 4, проявите максимальную активность под видео. Давайте наберем 300 лайков, и я выпускаю следующее видео по модам GTA 4, где мы сделаем ее еще лучше. Напоминаю, все ссылки на моды в описании под роликом, также все инструкции по установке в архивах с модами. Всем спасибо за внимание, ну а я пошел искать новые моды.